Байден встретится с Си. Израиль начал наземную операцию, но это не точно. А Венгрия отказывается вводить санкции против Путина. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Россияне штурмуют Авдеевку, хоть и потеряли там уже около 4000 человек. Какие планы у оккупантов на этот город? Я не вижу тактически существенных продвижений, которые бы говорили о том, что Россия перехватила на этом конкретном направлении инициативу и, соответственно, эту инициативу развивает. Почему силы обороны Израиля не начинают новый этап войны и что происходило минувшей ночью в секторе Газа? Первые рейды уже были, там бронетанковые войска 36-й дивизии. Танки сопровождаются пехотными, инженерными, артиллерийскими подразделениями. Россияне заставляют украинских пленных вступать в добровольческие подразделения и кидают на фронт. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, ведь тогда YouTube показывает это видео большему количеству людей. И не забывайте подписываться на нашу страничку. Это несложно, займет пару секунд, но нам это очень важно. Поехали! Силы обороны Украины продвигаются вперед на левом берегу Днепра. Движение, хоть и незначительное, отмечают аналитики Института изучения войны. Там пишут, что украинские войска продвинулись дальше на юг под Антоновским мостом к северу от Олешек. Это в 7 километрах к югу от Херсона и в 4 километрах от Днепра. То есть за последнюю неделю украинские силы расширили контролируемый плацдарм от поймы, казачьих лагерей и к рынок. Точнее, трассы между этими населенными пунктами. А министр обороны Украины в разговоре со своим американским коллегой сообщил, какое количество войск россияне потеряли во время штурма Авдеевки. Об этом пишет пресс-служба министерства. Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту. Около 4000 солдат. Российская армия продолжает штурм Авдеевки, видя в этом шанс выйти на оперативное пространство за городом. Авдеевка – это укрепленный район, я не вижу там существенных тактических продвижений России, мягко говоря, не вижу. Да, безусловно, риски есть, потому что вы представляете, да, карту Авдеевки, вы представляете, что это такой с 3 сторон, по сути, и так анклавчик такой, или эксклав, который вдавлен на оккупированную территорию. Соответственно, конечно, можно атаковать там с 3 сторон, по сути, и так далее. Но опять же, подчеркиваю, я не вижу тактически существенных продвижений, которые бы говорили о том, что Россия перехватила на этом конкретном направлении инициативу и, соответственно, эту инициативу развивает. Дальше никто не будет говорить о том, что там не укрепленные дальше позиции, соответственно, можно, прорвав где-то на Авдеевском направлении, куда-то зайти на существенный оперативный простор, да, и там развивать уже какой-то успех как таковой. Россияне заставляют украинских военнопленных вступать в так называемые добровольческие формирования. Об этом пишет Институт изучения войны. Также пишут, что батальон «Богдан Хмельницкий», который россияне создают на основе пленных украинцев, завербовал из разных колоний около 70 человек, которых, как говорят представители оккупантов, обучат и развернут на передовой. А мы давайте напомним, что принуждение военнопленных к участию в боевых действиях является нарушением Женевской конвенции, если на нее еще кто-то обращает внимание. Израиль ночью начинает наземную операцию в секторе Газа, хотя сам Израиль так не считает. Говорит, что расширяет операции в секторе, а не идет его зачищать. Артподготовка и авиаобстрелы довольно сильные. В Газе пропадает мобильный интернет и связь. Мы участили атаки в секторе Газа. ВВС широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. В развитии наступления, которое мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют наземную деятельность. Цахал работает во всех направлениях для достижения поставленных боевых задач. В Цахал говорят, что во время обстрелов ликвидировали главу авиационной группы «Хамас». Он отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону «Хамас». И подчеркивают в Цахал, что он участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Ну а также руководил террористами, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты Цахал. Первые рейды уже были, там бронетанковые войска 36-й дивизии. Танки сопровождаются пехотными, инженерными, артиллерийскими подразделениями, подразделения разведки, связи, это все входит. То, что сейчас происходит, исходя из того, что мы слышим с той стороны, это самые массированные
удары по Газе с начала войны, поэтому очень может быть, что это начало какой-то операции наземной, которая может превратиться в полномасштабную, а может превратиться в тот же такой же рейд, который был вчера и позавчера, может быть, чуть глубже. Поэтому это все, исходя из планов Генерального штаба, будет сделано. Генеральная ассамблея приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне Палестино-израильского конфликта. Большинством голосов проголосовали «за», против был Израиль, Соединенные Штаты и еще 13 государств. 43 страны воздержались, в том числе Польша и Украина. К слову, Тунис и Ирак, наверное, единственные из арабского мира страны, которые воздержались, а не проголосовали «за». Подозреваемый в массовом убийстве в американском штате Мэн найден мертвым, об этом пишет CNN со ссылкой на офис шерифа округа. Поисковая операция длилась около 2 суток. Источники телеканала говорят, что подозреваемый, скорее всего, покончил с собой. Напомню, стрельба произошла в ночь на четверг. В результате как минимум 16 человек погибло и более 50 получили ранения. Растет количество жертв пожара на шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане. На момент записи видео известно о 32 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208. 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 шахтера. Поиски продолжаются, они ведутся в районе 2 добычных участков. Говорят в компании, видимых очагов горения уже нет. В Казахстане 29 октября будет объявлен днем траура. Вашингтон и Пекин договорились о встрече лидеров государств. В ноябре в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, встретятся Джо Байден и Си Цзиньпинь. Об этом удалось договориться на встрече министра иностранных дел Китая Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита представителя Пекина в США. Высокопоставленные чиновники администрации, выступая на условиях анонимности, заявили, что обе стороны договорились продолжать поддерживать открытые линии связи между странами в продолжении визита министра иностранных дел Китая Ван И на этой неделе. Венгрия не будет согласовывать 12-й пакет санкций ЕС против России, если под ограничения попадут нефтяная, газовая или атомная отрасли. Министр иностранных дел в интервью РИА Новости говорит, что Будапешт не позволит заблокировать жизненно важные для страны направления. Министр говорит, что Венгрия не хочет вносить в список ограничений тех людей, которые сделали что-то хорошее для страны. Интересно, кого он имеет в виду? Я могу вам сказать точно, если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести ущерб нашей государственной экономике. Министру иностранных дел Литвы грозит уголовная ответственность. Правда, угрожает ему Мария Захарова, которая говорит, что тот позволил себе на встрече с Ходорковским, цитирую, «неприкрытые призывы к насильственной смене власти в России». Конец цитат. Ландсбергис не впервые позволяет себе озвучивать подобные экстремистские идеи. И за это он уже внесен в список лиц, которым запрещен въезд в нашу страну. В соответствии с российским законодательством, да и международной практикой, за такие заявления ему грозит уголовная ответственность, если он не знает. Министру иностранных дел Литвы запрещен въезд в Россию, поэтому как Захарова собирается его привлекать к уголовной ответственности – это вопрос.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте оставлять лайки, не забывайте писать комментарии. Интересно знать, что вы думаете обо всем, что происходит. Не забывайте подписаться, это тоже очень важно. На этом все, до встречи, хороших вам новостей.